Всем привет! Сегодня мы будем с вами готовить запеченное мясо в духовке с картофелем. Я попробую вам сегодня рассказать, что и как я буду готовить. Как правильно, что в мясо добавляю, мариную, не мариную. Все это буду вам сейчас рассказывать. У нас в холодильнике лежало мясо, это свининка. Нам захотелось что-нибудь такого запеченного, вкусненького. Свининка, значит, лук, чесночок, майонез, перец молотый черный и соль. Больше нам ничего не понадобится. Можно еще лавровый листик немножко. Сейчас я нарежу сюда, прошу прощения, сейчас я нарежу лук. Лук я нарезаю полукольцами. Хотите, нарезайте мелко, хотите, нарезайте кольцами, хотите полукольцами. Кому как лучше. Я нарезаю полукольцами, потому что потом, когда останется минут 5-10, я добавлю, то есть, когда я буду укладывать мясо на противень в духовку, я лук не буду ложить, потому что, естественно, лук сгорит. Поэтому режем как хотим лук. Чем крупнее, тем, мне кажется, лучше. В конце, за 10 минут до приготовления, я закину лук в нашу картошку с мясом полукольцами. Вот нарезаю, я потом его весь разделаю аккуратненько, ну вот таким вот способом, и будет вкусно. Ну а пока я дорезаю лук. Итак, теперь мы работаем с чесноком. Я взяла здесь, так, сколько я здесь взяла? 6 штук, 5. Лук, все, прорезал мне глаза. Теперь я буду плакать и говорить. Вот, и будем наше мясо вот такими кусочками я нарезала. Вы можете больше, можете меньше, кому как лучше. И я немножко прорезаю отверстие в мясе и закидываю туда чеснок. Вот таким вот образом. Я запихала туда чеснок, потому что мясо это сухое, и чтобы в нем была сочность, я вот таким образом сделала. И дальше начиняю все мясо таким образом чесноком. Так, я нашпиговала свое мясо. Нашпиговала. А какая разница? В общем, мясо готово. Чесноком. На чесночном этапе. Дальше мы приступаем. Значит, сейчас мы его поперчим. Количество перца вы тоже смотрите сами. Кто какой любит. Кто любит остренький, кто любит не остренький. Кому как нравится. Вот. Мне кажется, в таком количестве хватит. Соль. Соль я тоже кладу, как бы так сказать, по вкусу. Так, далее. Далее нам нужно сейчас опустить туда лучок. Я опускаю лучок. Секундочку. Стол маленький, неудобненько. Я опускаю лук. И заливаю это все майонезом. Чтобы это было сочно. Свинина у нас не жирная. Ну, свинина вообще на самом по себе жирная. Но я веду имею она без всяких лишних жиров. Мы все это повырезали, потому что у меня муж не любит, когда жир присутствует. Поэтому я все это повырезала. Я это все перемешиваю хорошенько. До однородной маски. Все это перемешала. Запах уже идет, как бы, жаль, что техника пока не передает запахи. Вот, но запах, конечно же, божественный. Хотя ингредиенты там все в основном простые, да, у каждого на кухне они присутствуют. То есть не надо будет бежать в магазин, можете прямо сейчас сделать, если у вас есть в холодильнике кусок свинины.
Ну и часть куска. Поэтому делайте, пробуйте, ничего сложного, абсолютно ничего сложного нет, заморачиваться не надо, никакой фольги, никакой там перметной бумаги, или как она называется, ничего там не надо, просто на противень, а там уже будете следить за приготовлением сами, где-то убавить, где-то прибавить, где-то переложить, где-то переставить, но в итоге вы накушаетесь вкусного блюда. Я это откладываю сейчас. И у меня картофель. Девчонки, картофель. Вот картофель мой. Сейчас я его нарежу. Нарезать вы тоже можете как хотите. Но я вот где-то вот примерно вот так буду нарезать. Можно еще пополам вот так вот переэтовать. Ну вы смотрите сами, и мне кажется, вот этот можно будет перерезать кусок. Ну, вот этот, наверное, не надо его перерезать. Ну, в общем, непроизвольными кусками. Хотите кубиками, хотите рубиками. Как угодно, как вам нравится. У меня вот сегодня такое настроение, что как-то вот прям так кромсать хочется картофель. Поэтому режем картофель, потом покажу, что дальше. Итак, все, картофель я нарезала в непроизвольном порядке. Как получилось, так и нарезала. Самое главное, чтобы вкусно было. Вот. Я нарезала, теперь нам его нужно немного присолить, немного приперчить. Все это перемешать. Можно руками. Если у кого-то имеется дома приправки различные, зелень там, то используйте картошку, можно прям вот сюда вместо перца там посыпать. Будет очень вкусно. У меня, к сожалению, нету сейчас, так как мы только недавно прижились, мы только переехали в новую квартиру, у меня пока из приправ ничего нету, поэтому я вот решила вот таким способом запечь картошку. Я всегда с всякой зеленью запекаю. Ну вот она вот уже начинает сок давать, она тоже немножко постоит, картошка. Так, все, мы картошку откладываем, берем противень и мясо. Так, берем противень и накладываем на него мясо. Сейчас покажу. Ну вот, ребят, у меня получилось неполный как бы лист, потому что мяса у меня было немного. Нарезала я тоже его не в произвольном порядке, как захотелось, мне так я его нарезала. Как бы я не повар и не профессионал, я только начинаю всему этому учиться. Вот. Ну, я так думаю, наверное, надо одинаковыми кусочками, чтобы они как бы в одно время равномерно приготовились. Но я в таком. Поэтому не повторяйте мою ошибку. Для этого я здесь с вами. Но мы посмотрим, что с этого получится. Так что отправляем в духовку, а потом картошку. Ну, я потом все расскажу. Поэтому духовку. Прошло 10 минут. Я мясо вытащила, потому что оно готовится махом. Но оно еще пока не готово. Оно немножко притомилось. Я налила в масло картошку. И все это сейчас буду выкладывать сверху. Итак, теперь мы, значит, ставим духовку на часок где-то примерно. Но будем как бы следить за этим делом. Но примерно где-то минут на 40. Пока все не подрумянится. Выкладываем, потом минут за 10, за 5 выложим лук. Вот что у меня вышло. Вот такая вот. Вот он, мяско. Такое поджаристое. Картошечка. Все это ушло где-то час. Поэтому пробуйте, готовьте. Ставила я на час, и градус у меня было 200 градусов. Вот. Все подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пока. Ребят, вот получилась такая свинина с картошечкой. Все подрумянилось, все безумно вкусно. Я даже не ожидала, что настолько вкусно будет.
Опять же, опять ко мне пришли гости, опять я не смогла нормально все объяснить и рассказать. Ребят, я поставила на противень картошку со свининой, я поставила на час. У меня все это час готовилось на 200 градусов. В течение часа. Но все надо, ребят, проверять, смотря у кого какая духовка. Поэтому смотрим, проверяем, протыкаем. Визуально смотрим, появилась, не появилась корочка. Поэтому вот такой вот простой рецепт из простых продуктов. Всегда доступен, вкусно. Так что готовьте с удовольствием. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!